Друзья, я убежден, что все то, что вы сейчас услышите, жизненно необходимо знать каждому мужчине для того, чтобы притягивать к себе любую женщину. Да, вы не ослышались. Любую. Сейчас я дам вам готовую формулу, как уже на начальном этапе знакомства обойти все проверки девушки. Будь то это переписка на сайте знакомств, либо уже первое свидание. И влюбить ее. Вызвать вот этот яркий интерес к тебе, животное желание поскорее увидеться, продолжить общение, отношения и ждать следующей встречи. Но важное предостережение. Применять этот метод следует очень аккуратно, так как есть свои подводные камни. Выдели 10 минут, сейчас я объясню почему. Я думаю, многие из вас сталкивались с такой ситуацией, когда девушка при знакомстве уже с порога на старте заявляет о каких-то своих условиях, правилах. Это может быть в переписке на сайте знакомств, это может быть в виде статуса, прям в анкете у нее. Также она может озвучить это уже на встрече. Ну, например, я не люблю убираться, я не мою посуду, мой мужчина должен обеспечить нам домохозяйку. Или я люблю, когда на первой встрече мужчина мне дарит цветы и ведет в дорогой ресторан. Я вспыльчива, и мне нужен настоящий мужчина, который вытерпит мой характер. В постель только после 3-го, 5-го, 10-го свидания, когда мы получше друг друга узнаем. Раньше ни-ни. То есть, что мы видим? Неважно, какое нелепое это условие, важно, что девушка транслирует и сообщает нам. А именно то, что соблюдай мои правила, и тогда, возможно, у тебя появится шанс. Возможность быть со мной. И на самом-то деле, я думаю, если ты признаешься себе, когда ты видишь подобный статус или читаешь сообщения, тебя это вводит в некий такой ступор. То есть подсознательно ты ощущаешь дискомфорт, ты понимаешь, что у тебя нет выбора, нет простора для маневра. Тебя это напрягает. То есть это такая своеобразная ловушка, как клетка при охоте на белку. А внутри орешки. И вот белка осторожно подходит, оглядывается, понимает, что что-то здесь не то. Но вот еда же так близко. Это легкая добыча. Вот сделай один шаг и возьми ее. И вот соблазн этих орешков перевешивает. Она делает этот шаг, и дверца клетки закрывается. Почему я привел эту аналогию? Потому что с мужчинами примерно то же самое в этой ситуации. Ведь орешки – это та самая красотуля, на которую ты залип и уже начал облизываться. Она ведь так близко, соблазнительно. Осталось только принять эти условия, и все. Мужчина здесь делится на два типа. Первый – подстроиться, принять условия. Мужчина думает, подумаешь, соглашусь я на ее правила, и все будет хорошо. Ведь так сильно понравилось. Не будет. Не будет. А почему? Потому что девушке скучно. Ты прогнозируем, ты понятен, ты управляем. Она начинает реже отвечать, а до первого свидания даже иной раз и не доходит. А если и доходит, то после первой встречи она просто не вызванивается. То есть женщина моментально теряет к тебе интерес. На чем здесь основано твое желание принять ее условия, подстроиться, согласиться? Конечно же, на желании понравиться и страхе потери. Ведь она так близко. Сделай этот шаг. Но проблема в том, что мужчина в этот момент воспринимает эту красотулю как строгого работодателя, который наблюдает, как ты работаешь. Все ли регламенты четко соблюдаешь, отрабатываешь все нормы-часы, которые он задал. И вот в один момент ты с ужасом понимаешь, что уже прошел год, 2, 3, а повышения все нет, оклад тот же, но работы почему-то стало еще больше. А юнец, который устроился 6 месяцев назад, уже начальник отдела. А почему? А потому что он вышел за рамки, проявил инициативу, сломал шаблоны. Дальше расскажу. А давайте посмотрим на женщину. Что с ней здесь произойдет? На самом деле для нее это замкнутый круг, так как она выбирает исключительно мужчин, которые уже вначале готовы завалить баланс значимости. Они хотят это делать и делают. Женщина перехватывает ролевую инициативу уже на старте.
Да, она может и хочет влюбиться, найти того, кому испытает эти чувства, но не может. Потому что из-за своих же правил, которые она транслирует, она лишь обеспечивает себе трафик мужчин. Да, он может быть большим, но это трафик слабых мужчин. И поэтому все, что ее ждет, это разочарование в личной жизни. Так как комфортный мужчина для нее скучен. Я думаю, многие из вас видели на сайтах знакомств анкеты девушек, которые сидят там годами, десятилетиями буквально. Вот это они и есть. Второй тип мужчин – это прозревшие. Это те, кто посмотрел все видео. У него создается иллюзия, что теперь он все знает. Вот до этого я был слеп, а сейчас все, я не совершу никаких ошибок. В чем распространенная ошибка таких мужчин? Что он начинает делать, когда девушка пытается навязать ему свои условия или правила? Он начинает пояснять за жизнь. То есть пытается что-то объяснить, доказать, научить, что это неправильно, ай-яй-яй, ты не должна так делать. В общем, просто вступает в полемику, и пытается воздействовать напрямую, в общем. Кто-то из благих намерений искренне думает, что вот сейчас я ей объясню, как все устроено. Может, она просто не ведает. И она такая: вон оно как работает-то. А я не знала. Хорошо, давай тогда по-твоему. Но оно так не работает. Кто-то, наоборот, пытается в агрессивном ключе как-то уколоть, обвинить девушку. Потому что: ой, ты неправильно живешь. Так и будешь всю жизнь одна сидеть. То есть, что он делает? Он вступает в прямой конфликт, в прямое противостояние, битву мнений. От чего это происходит? Скорее от бессилия, от малого трафика женщин, от того, что он выбирает одну и пытается ее добиться, вместо того, чтобы объективно проанализировать и изменить свой подход в знакомстве на более эффективный, который работает. Что в итоге? А ничего. Это, как правило, ни к чему не приводит, потому что на самом-то деле, вступая в это противостояние, начав учить женщину, ты уже играешь по ее правилам. Задумайся. Да, ты пытаешься убедить ее доводами и убедительными аргументами, но нюанс в том, что пока значимость к тебе нулевая, вы еще даже не встречались, она в принципе невосприимчива к любым твоим доказательствам, доводам, аргументам, ей на них просто плевать. Это как белка, которая сидит в клетке с этими орешками, да, попалась, и пытается убедить голодного охотника, который не ел 3 дня, пытается убедить его отпустить ее. Что мы видим? У любой женщины, которая выставляет свои условия и правила уже на старте, на самом деле искаженная картина мира. Не в лучшую сторону. И я не призываю вас как-то осуждать это, говорить, какая она плохая, а важно лишь прийти к пониманию того, как с этим работать. Ведь именно анализ и работа над ошибками позволяет тебе расти и быть эффективней. Любые эмоции, позитивные, негативные, в сторону подобной проблемной женщины, а это именно проблемная женщина, это, естественно, убивает любой интерес к тебе. То есть она хочет влюбиться, испытать эти эмоции к тебе, но не может, потому что создала себе трафик из слабых мужчин, исключительно, которые либо подстраиваются, либо агрессивно настроены. А адекватные мужчины, которые теоретически могли бы вызвать у нее интерес, желание, эмоции, они для нее недоступны. Такой мужчина просто видит анкету, читает ее, вот эти условия, или слышит их на свидании или в переписке. Естественно, сливается. Он прекращает общение, так как подсознательно понимает, что тут какая-то дрессировка идет. И, разумеется, нормальному мужчине это не нравится. Это дискомфорт. А терпеть дискомфорт сильный человек не будет. Потому что именно он устанавливает правила, а не потакает им. Если провести аналогию, это то же самое, что ты где-то на рынке идешь к прилавку с помидорами, видишь такие красивые, аппетитные, красные помидоры. Начинаешь тянуть к одному из них руку, чтобы выбрать, потрогать, посмотреть. И тут тебе по руке продавец бьет и говорит: а руки у тебя чистые? А денег? Денег у тебя хватит? Это особенный павильон. Вот так же и здесь. У кого-то из вас может возникнуть вопрос:
Так что подобные женщины обречены на одиночество? Да. Ну, за исключением, если мужчина обладает высокой объективной значимостью, финансово, обладает какой-то внешностью, статусом. Да, отношения могут завязаться, какое-то время продлиться, но по итогу все равно закончится. Потому что насыщение этим комфортом, чувством собственной важности происходит очень быстро и воспринимается как данность. Но фундамента это нет. И женщина понимает, что все-таки без чувств она не может. И эти отношения разваливаются по итогу. Ну а если ты не обладаешь высокой объективной значимостью, такой добрый, обычный, наивный паренек, то здесь даже до первого свидания, как правило, не доходит. Уже в переписке интерес теряется. Итак, решение, что нам со всем этим делать по итогу. Первое. Общение не продолжать. То есть, как только ты видишь, что женщина начинает ставить какие-то условия, причем очевидно неадекватные, обозначать свои границы, правила, при том, что вы даже еще не виделись, прекращаем это общение. Ничего хорошего из этого не выйдет. Если ты не обладаешь опытом, знаниями и не разбираешься в механике отношений, мало практиковался, не лезь туда. Самооценка целее будет. Второй вариант. Для тех, кто хочет все-таки бросить вызов, кто хочет развиваться, кто больше нацелен на такую аналитическую работу, хочет разобраться в этом механизме. А как это обыграть? Как это обойти, этот барьер? И влюбить женщину. Да, проблемную, да, такую. Но вот эксперимент. Здесь важно понимать одно. Мы отталкиваемся от цели. Например, вывести красотулю на свидание. Но для этого мы приходим к состоянию, когда мы не вовлечены в это. Мы не залипли на девушку. Мы мыслим объективно, трезво. И это состояние нам дает то, что мы не воспринимаем все те правила и условия всерьез. Попросту не обращаем на них внимания. Чего мы добиваемся таким способом? Мы уходим от прямого столкновения лоб в лоб. Мы не опускаемся до уровня женщины. Мы находимся как бы выше этого. Если провести аналогию, это как с ребенком. Мы же не обижаемся на него, когда он там что-то дурачится или что-то заявляет. Мы не относимся к этому серьезно. Скорее, больше с юмором. Тот же принцип работает и здесь. Женщина – это ребенок. Именно так стоит ее воспринимать здесь. Например, женщина заявляет, что первое, что в голову пришло, на первом свидании я не даю. Мне нужно сначала узнать человека. Такой у нее загон, такая установка, такое правило. Хотя любая женщина способна и готова переспать на первой встрече. Любая. Это так просто, вставочка небольшая. Это тема отдельного видео. Так вот, соглашаясь с этим и идя на свидание с подобной девушкой, ты как бы подписываешь договор. Что да, вот написано, я подписал, что я не буду претендовать тебя как на женщину на первой встрече. Я отрежу себе яйца, и мы будем с тобой общаться как друзья. И узнавать друг друга. Что мы получили? У тебя нет простора для маневра. И здесь уже не важно, что ты и сам-то не хотел никакого продолжения. Ты не хотел с ней переспать на первой встрече. Ты просто пошел хорошо провести время, пообщаться, задать правильные вопросы, которые позволят оценить перспективность вообще общения дальнейшее с данной девчулей. Это все не важно, особенно для женщины. Для нее ты подписал договор, а значит именно она в позиции работодателя. Она диктует условия, она в сильной позиции. А ты наемный работник на испытательном сроке. То есть все ее поведение уже на этой встрече строится, исходя из этого факта. Вот оно как работает. Следовательно, мы всерьез ее не воспринимаем. И что мы конкретно делаем? Мы переводим это все в юмор, флирт, стёб, называй как хочешь. Но реакцию мы должны дать. Мы должны обойти это. Например, мы отвечаем, что да, действительно, то, что ты говоришь, это важное правило. Но мне кажется, ты торопишь события. Может, на нашем с тобой свидании землетрясение будет.
А вообще у меня на твой счет хорошее предчувствие. Какие планы на субботу? То есть, казалось бы, что мы сделали? Первое. Мы зафиксировали ее мнение. Да, что это важная мысль. Но не согласились с ним. То есть не приняли ее условия. Потом мы перевели тему землетрясения. Да еще плюс к этому подвели к тому, что в принципе это возможно. Что у нас хорошее предчувствие. И тут же задали встречный вопрос, чтобы окончательно эту тему свести на нет. Все, обошли проверку. У многих может здесь возникнуть вполне резонный вопрос. А не проваливаем ли мы таким способом баланс значимости? В самом начале. Не воспримет ли это женщина как слабость? Опять же, возвращаемся к аналогии с ребенком. Если тебя этот вопрос волнует, значит ты на самом-то деле зависишь от ее мнения, от того, что она тебе подумает. Ты зависишь от ее оценки. Вон оно как. Мы должны быть выше этого. Хорошо, если хочешь показать, что ты такой вот мужик со своими, значит, правилами, принципами. Для тебя первый вариант. Просто прерывай общение. Не вступай в диалог. Да, ты сохранишь свое лицо. Да, здесь ты будешь выглядеть таким сильным самцом. Прервал общение. Кстати, в некоторых случаях даже это сработает. И девушка сама проявит инициативу. Пробуйте. Еще один важный вопрос, который у кого-то из вас возник. А зачем всей этой фигней заниматься? Если мы четко понимаем, что девушка проблемна, 100%. Ответ исключительно ради практики, ради эксперимента, ради интереса, наработки опыта. Это как если кто-то из вас вдруг работал менеджером по рекламе. Это то же самое, когда совершаешь холодный звонок, и это работа с возражениями. Это все те спам-звонки, которые вам звонят, девушки с приятными голосами. Не хотите ли вы подключить выгодные условия с выгодными тарифами? А ты такой, нет, не хочу. Да? И здесь у нее включается уже скрипт. Ага, нужно сказать это, нужно сказать то и так далее. Ну, примерно то же самое и здесь. Мы нарабатываем этот опыт, повышаем свою эффективность коммуникации. Мы придерживаемся цели. И я не призываю вас использовать это в каких-то корыстных целях. Там, перевести женщину в горизонтальное положение и бросить ее, как там, учат на каких-то пикап-форумах и так далее. Я советую не доводить до этого, потому что это уже начинает портить тебя изнутри, начинает тебя отравлять. На самом-то деле ты начинаешь обретать слабость, а не силу. Настоящая сила в том, что ты сумел сказать «нет», что ты сумел противостоять своей слабости. Именно это и есть сильная позиция. И женщина это обязательно почувствует. Поэтому, друзья, спасибо, что досмотрели это видео. Практикуемся, обретаем осознанность и эффективность. Скоро увидимся.